После победы исламской революции Иран хотел и активизировать свое сотрудничество с соседними государствами и, в частности, с нашими братскими арабскими государствами. Но в тех арабских странах, которые они ориентированы на Запад, на Америку, их руководители дружат с Америкой. Есть сопротивление, чтобы взаимоотношения между Ираном и этими странами не улучшались. Как вы правильно отметили, во время Хусни Мубарака американского у нас даже посольства в Египте не было. А когда уже пришли на сцену народ и выбрали, и пришел к власти избранный народом президента Египта, уже наши отношения улучшились. И поэтому я уверен в том, что наши взаимоотношения с Египтом с каждым днем углубляется и улучшится, безусловно. В отношении ареста журналистов хочу сказать, что действительно журналистика – это священная профессия. И поэтому в Иране мы уважаем журналистов, и иранский народ уважает журналистов. Но журналистика имеет свои границы и свою интерпретацию. Долгом и заслугой и обязанностью любого журналиста – это передача достоверной информации, или положительную, или то, что есть. А когда иностранные государства дают подпитку некоторым журналистам, и они создают уже свою структуру для обеспечения интересов иностранных государств, это уже другое дело. То есть эти структуры старались, чтобы иметь доступ к секретной информации внутри иранской власти, иранского правительства. Или когда эти структуры хотели повлиять на политику правительства и на поведение иранской власти, это уже не журналистская профессия, работа. Госпожа Клинтон призналась в том, что после президентских выборов в Иране 3,5 года тому назад, и когда уже акции протеста в Тегеране происходили, американцы были причастны к этому. И она выражала надежду, что Америка будет продолжать этот путь и на предстоящих президентских выборах в Иране, которые будут состояться в июне текущего европейского года. Другими словами, иностранная разведструктура злоупотреблялась названием журналистики. Потом вы убедитесь в том, что действительно они были шпионами, и они будут признаваться, то есть, подтверждать свои обвинения. И хочу сказать, что наши специальные службы тоже в течение всего этого времени работали и работают классно. Но наша просьба к предстоящим переговорам заключается в том, чтобы не было двойного стандарта, двойного подхода по отношению к иранской ядерной программе, очередные заседания которой будут состояться в Казахстане, в Астане. Хочу сказать, что если бы мы могли потерпеть, естественно, нелогичные позиции и испугаться от гегемонизма других стран, вообще мы не совершали революции, не совершали бы революции. Видите, американцы хотят лишить нас прав, то, что присвоено нам, и представить всему миру о том, что Иран потерпел поражение в этих переговорах. Мы же знаем, они же наврали по отношению к Ираку. В свое время обвиняли Ирак в наличии оружия массового поражения, химического оружия, а потом ничего там не нашли. Они пользуются этим приемом и по отношению к Ирану. Обвиняют нас в том, что мы создаем, то есть ядерное оружие, которое не имеет никакой основы, никакого подтверждения. Это наша такая глобальная позиция, основополагающая позиция. Второй вопрос. Мы на московской встрече им предложили проект, состоящий из 5 пунктов.
Ждем логичного подхода со стороны группы 5+1, как они нам ответят. В отношении высказывания Джо Байдена, как правильно сказал наш министр иностранных дел в Мюнхене, мы относимся к этому предложению положительно, с положительной позиции. Но я спрашиваю у вас, вы русские, насколько верите в американские слова? Они правильно говорят, то есть они правы вообще, правы. Они действительно продолжали перезагрузку с Россией. Они ответили взаимностью относительно шагов со стороны России для того, чтобы создавать доверие между Россией и Америкой и Западом. То есть они ответили взаимностью. Они ответили взаимностью России по отношению к ПРО, то есть по отношению к тому, что совершает НАТО. Они, то есть, действительно правильно поступили. Вы не забыли, когда при своем первом сроке президентства Обама в Каире сказал о том, что Америка уже не позволит Израиль, чтобы Израиль опять построили эти поселенческие объекты на оккупированной ими палестинской земле. То есть они сдержали свои слова на самом деле. К сожалению, мы стали свидетелями того, что или у Америки нет доброжелательности, честности, или не в состоянии сдерживать свои слова. Если у них будет, естественно, доброжелательность и чистосердечность, мы с ним будем иметь самые хорошие переговоры.